Димаш назвал топ-5 любимых книг. Все подробности в этом выпуске. Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. На связи Саша Карельский с новостями из мира литературы. Все, кто сталкивался с Димашем лично, отмечают его утонченность, интеллект и образование. Не секрет, что помимо родителей и учителей в этом деле играет роль и самообразование, в том числе и чтение книг. Какие книги частично сформировали мировую звезду? Давайте разбираться вместе. На первом месте легендарный роман «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, состоящий из 4 томов. В этом романе нам в полной мере раскрывается образ великого Абая, его жизнь, человеческие ценности и искренняя забота о своем народе. Это действительно великое произведение, которое хранит в себе древние казахские обычаи и традиции, а также учит нас быть неравнодушными к бедам своих соотечественников. Поделился Димаш. Мне, к слову, также удалось прикоснуться к этой книге, и мне она очень понравилась. Я подчерпнул оттуда много особенностей из культуры и быта казахского народа. Второе место занимает выдающееся произведение «Кровь и пот» казахского писателя Абдижамила Нурпиисова. Димаш так говорит о важности этого произведения в своей жизни. Я всегда тяжело пропускал через себя произведения, будь то книги, фильмы или музыкальные композиции, где описывается боль и страдания моего народа. В своем романе Абдижамил Каримович показывает трагические судьбы героев в тяжелое военное время, которое было жестоко и не только к людям, но и ко всему окружающему миру. Я был под большим впечатлением, когда читал это произведение впервые. Так, записываем прочитать книгу «Пот и кровь». Третье место Димаш отдает литературе, посвященной своему кумиру детства Майклу Джексону. В список любимых книг попали «Лунная походка», «Жизнь короля» и «Человек-легенда». Сколько себя помню, я всегда восхищался творчеством Майкла Джексона. Слушал его песни еще на кассетах и с огромным восторгом смотрел каждый новый клип. Став артистом, я всегда думал о том, что хочу сделать что-нибудь в стиле Майкла Джексона, таким образом отдав дань его памяти. И я очень рад, что моя мечта осуществилась, и мы выпустили «Be With Me». Тут мы с Димашем очень даже похожи. Я в детстве тоже фанател от музыки и танцев гениального Майкла. Целыми днями я репетировал его танцы, многие из которых до сих пор иногда прорываются в моих видео. Четвертое место занимает «Хоббит» или «Туда и обратно» английского писателя Джона Толкина. Фильм я смотрел мельком. Почти всегда случается так, что если прочесть книгу, а после начать смотреть по ней фильм, он тебе точно не понравится. По крайней мере, у меня так происходит постоянно. Чтение книг самое большое удовольствие приносит именно то, что ты сам представляешь в своей голове весь тот огромный мир, который обычным печатным текстом описывает автор. Ну, тут я могу сказать только одно. Книгу я не читал, зато смотрел фильм, и фильм мне очень понравился. А закрывает наш топ роман-эпопея «Властелин колец», который является продолжением «Хоббита» и на сегодняшний день признан одним из самых популярных произведений в жанре фэнтези. Во «Властелине колец» я бы хотел отметить одного из сильнейших, на мой взгляд, персонажа – Арагорна. Он живое воплощение силы воли человека. Меня всегда восхищала его преданность родине и своему слову. Когда, будучи мальчишкой, я читал серию книг Джона Толкина впервые, Арагорн был для меня тем самым образом героя, к которому я всегда хотел стремиться. Ну, если примерить образ Арагорна к Димашу, то лучшие качества этого персонажа точно отпечатались в личности Димаша. Ну вот, теперь вы знаете, как книги и персонажи в них могут повлиять на вашу личность. Давайте отныне читать только хорошую литературу и слушать правильную музыку.
Алга. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.